Друзья, здравствуйте! Алетова. Наверняка среди нас есть люди с так называемой расшатанной психикой. Это люди, которые легко выбиваются из колеи разными новостями, они подвержены разным эмоциональным расстройствам или, к сожалению, даже имеют определенные поставленные диагнозы. Сегодня мы поговорим о том, что расшатывает нашу психику, о злосчастно потребляемом контенте. И, друзья, разговор у нас будет тяжелый, на повышенных тонах, о не самых приятных вещах, поэтому будьте осторожны. Потому что именно об этом мы сегодня и говорим. О том, чтобы вы были осторожны. Подписывайтесь на мои соцсети, ссылки есть в описании, там же можете поддержать развитие канала. Вот, предположим, вы сидите и, как обычно, ничего не делаете, листаете ленту, и вдруг в этой ленте появляется что-то, что срабатывает как триггер. Все что угодно для разных людей. Один раз мне попался какой-то завод по производству игрушек или типа того, и как я была неприятно удивлена и до омерзения и ужаса не могла смотреть дальше этот рилс, потому что вспомнила, что 3 или 4 года назад где-то на задворках ВКонтакта, в чьих-то комментах, я увидела те самые роковые 30 секунд, которые теперь, видимо, со мной на всю жизнь. Должна отметить, что, конечно, тогда, несколько лет назад, у человека, просматривающего комменты в ВК, были причины этим заниматься. Были причины открывать видео сомнительного содержания, были причины его смотреть дальше после того, как стало понятно, чем закончится видео. Этот человек жил в совершенно другом, спокойном мире, и зачем-то у него была необходимость. Как бы я не хотела удалить сейчас эти кадры из своего мозга, но, увы, это невозможно. Почему я не забыла содержание своего триггера? Почему я помню все до сих пор в таких красках и деталях, как будто видела его перед тем, как сесть записывать это видео? Да потому что это шок. С этим нельзя сделать вообще ничего, кроме как принять факт того, что да, это пиздец. Что это нельзя переварить, пропустить через себя и остаться тем же человеком. Это путь в один конец, это невозможно. Как говорится, нельзя. Особый ужас заключается здесь в степени жестокости, именно в том, что жестокость из моего триггера не имела виновника. Знаете, есть такая вещь, как техника блядской безопасности. И это то, что должны соблюдать вообще все люди. Техника блядской безопасности специально придумана для того, чтобы вас обезопасить. Мало того, она написана кровью сотен и сотен людей. Да, можно сказать, что человек, появившийся на том видео, сам был виновником трагедии, потому что не соблюдал технику безопасности. Но давайте определим разницу. Человек погиб в этот конкретный раз, возможно, когда он не соблюдал технику безопасности предыдущие 20 лет, он не погиб ни разу. А в этот раз, да, сколько угодно. Ужас в восприятии этой ситуации вносит случайность. Тошнотворный ужас. Если человек гибнет случайно, то степень ужаса к этой ситуации при эмпатии других людей, естественно, если мы эмпатичны, значительно превышает уровень этих чувств к человеку, который, например, пострадал от собственной глупости. Многие из нас предпочтут и вовсе не сострадать, мол, сам виноват. В этом разница. Когда нет, невиновный, это самое страшное. Я говорю сейчас и о множестве бытовых трагедий, зафиксированных в интернете, и о ДТП. И каким бы ужасным ни было преступление, как бы вы и другие люди не плакали над ним, как, например, над любым эти эмоции из другой части ужасного спектра. В этих эмоциях есть бэкграунд, есть история, есть виновники, есть список других негативных персонажей, которые сказали «она утонула». И есть огромные списки пострадавших. Подобные истории обычно связаны с глубоким переживанием скорби и чувства несправедливости. И ужас случайности и трагедии одного человека отсутствует. Но мы все понимаем, насколько тяжело людям терять своих близких в такой ситуации, и я надеюсь, никто и никогда не почувствует этого на собственной шкуре. Но положение индивидуальной трагедии затирается на фоне общей беды. Это другой тип ужаса, понимаете? Почему этот тип ужаса отличен от других? Потому что в нем есть неизвестность.
Полное отсутствие какого-либо контроля со стороны пострадавшего, будь то автомобильная авария, несчастный случай на производстве или запись с камеры соседнего дома с упавшей сосулькой. Страх неизвестности первороден, первобытен, и он один из самых сильных страхов для перерабатывания в эмоциональном спектре человека. И ваши любимые паблики типа Топор, Мясо Тольятти, Винни-Пух и канал Невзорова в Телеграме, те самые распространители такого контента, они для чего? Настает время для вопроса об ответственности. Кто эти каналы смотрит, кто их целевая аудитория и кто и зачем ими управляет? Вопросы идиотские, ответы не менее идиотские. Для начала, кто и зачем создает? Люди с перверсиями и за деньги. Все, вопрос закрыт. Второй вопрос, кто смотрит? Здесь уже интереснее. Есть два типа людей в принципе. Люди типа меня, уставшие, нестабильные эмоционально, тревожные, невротические, но в лучшем случае осознающие это. Люди, которые пришли к тому, чтобы задуматься о потребляемом контенте. И есть все остальные люди, среди которых большинство потребителей такого контента, чисто статистически, мужчины от 30 до 60 лет. Так заявляет некий социальный конструкт. Зачем им это? Зачем они это смотрят? Ответ. Им необходимо, записывайте, ясно и четко, как устав, точно знать, что у других людей все хуже и гаже. А может это все ходят и гадят, может просто это все ходят и гадят. А если это все ходят и гадят, тогда зачем им просто жить на этом свете? Знают взрослые и знают дети, знают маленькие и большие, знают негры и бледнолицые, и краснокожие, и голубые, знают всякие гадости, но не знают то, что должен знать каждый. Что если это я хожу и гажу, если это ты ходишь и гадишь, если это все ходят и гадят, это значит только то, что мы гады. Отвращение и одновременное наслаждение будет тем больше, чем сильнее разъебаться наркоман на видеозаписи по причине своего глубокого несчастья и тяжелой жизненной ситуации, с которой он не смог справиться. Этот наркоман сам довел себя до такого. А у меня, подумаешь, всего нет денег на 7-го. Взяли и утопили, да у коровы молоко скисло, чё бубнить? Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и рассказать маленькую историю из жизни. Дело в том, что действительно, я уж не знаю, как так получилось и кому это пришло в голову, но когда я училась в школе в 11 или в 10 классе, где-то вот в этом районе, кто-то из администрации школы догадался притащить ментов, которые устроили классный час и показывали на этом классном часу детям видео на проекторе, на котором, располагался наркоман. По их мнению, это должно было спасти, Господи, нас от наркотиков. Честно, я в ахере просто с этих людей. Чего у них в головах? Вашу мать, пиздец. Это абсолютно реальная история из моей жизни. И более того, мне кажется, что многие из вас тоже видели это видео в таких же абсолютно условиях. Потому что, как-то так исторически сложилось, так совпало время, совпало, когда этот ролик откопали, когда менты до него добрались, когда до него добрался интернет. Но, сука, они решили показать его детям. Они решили показать его детям. Вы можете себе представить, что изображено на этом ролике? Я не описывала детально, я помню его. Посекундно, до сих пор. Многим из нас в 10 или 11 классе, я уж не помню, еще не исполнилось 18 лет. Так какая разница, сколько людям лет? Мне кажется, и 30-летний человек не будет рад видеть такое. Не говоря уже о ребенке, который, может быть, первый раз в своей жизни сталкивается с визуализацией, натуральной визуализацией прижизненного разложения человеческого тела. Вы простите, я запикиваю, но я думаю, и так понятно. Я просто не хочу еще сильнее триггерить людей. Но донести суть ситуации я хочу. И сдается мне, это не перегибы на местах, а бесконечный беспросветный идиотизм. Это фабрика ненависти. Я не хочу смотреть этот ужас, если хочу сохранить себя, а не угодить в омут страха, депрессии, болезней, боязней, тревог и, главное, ненависти.
Так вот, мотивация потреблять этот контент из вышеуказанных источников и примеров чудовищна. Она античеловеческая, хотя абсолютно точно найдутся мнения, что нет, нихера, это вот и есть человеки, это и есть настоящая жизнь. Это настоящая жизнь чья? Ответьте мне, ваша или их? Вы чью жизнь живете? У вас нет коровы, у вас нет 6 детей, которым не хватает на корм, так я определяю свою целевую аудиторию, к вам я обращаюсь. И даже если у вас есть корова, тоже дело не в корове и не в детях. Вы кто? Вы офисные работники, преподавательско-педагогический состав учебных заведений разной степени тяжести, бухгалтеры, айтишники, фрилансеры, бухгалтеры, айтишники, фрилансеры, другие безработные. Вам это зачем? Чё в вашей жизни не хватает такого, чтобы была необходимость забивать ее потреблением такого контента? Не просто теряя время, а заполняя всю свою вот эту вот эмоциональную оболочку, читая новости про грабежи, убийства, и далее по списку подарков на Новый год. Никто не говорит, что этого нет в мире. Есть на каждом углу, на каждом шагу, в каждой стране мира, в любом городе и поселении есть. Но вы к этому не имеете никакого отношения, пока это не случилось конкретно с вами. Не случилось. Я подчеркиваю. В прошедшем времени. Понимаете, я вот работала в одном градообразующем заведении, и люди, работающие со мной, как правило, вели осмысленную жизнь. Они знали, что делали и зачем, в большинстве своем. Кто-то попал туда случайно, он искал другие возможности и развивался иначе. Кто-то 25 лет занимал одну и ту же должность и за все 25 лет ни разу не усомнился в выбранной стезе. Они могли уйти в любое время, куда угодно, но не уходили. У них свои причины жить и работать, заниматься своим любимым делом. Этим людям не требуется доказывать себе, что у других людей в жизни все еще хуже. У этих людей есть смыслы, у них есть цели, есть амбиции. Даже если цель стабильность, даже если хочется, чтобы ничего в жизни не менялось и так было всегда. И эти люди тоже не идеальны, у них есть проблемы, и об этом в другой раз. А у потребителей все очень плохо и так. Вот эти негазифицированные деревни, тюрьмы, зоны, все эти менты бесконечные, все эти места, все эти люди в них, которые ничем не умеют развлекать себя, кроме алкоголя, наркотиков и насилия. Эти же люди выступают организаторами и потребителями. Оговоримся, дополним, что естественно, ребята, это статистика. Мы только статистикой оперируем. You know, вот здесь вот есть еще и нормальные люди в вышеуказанных местах. И даже по ту сторону решетки. Ребята, например, Илья Яшин, или тот, кого нельзя называть даже в мертвом состоянии. Очень опасные люди, но очень хорошие. Так вот, те люди, которые на распределении находятся вот в верхнем экстремуме кривой, они выступают сами и организаторами, и потребителями. А что с этим всем делать? Если вот вы вдруг обнаружили себя в какой-то такой точке, где вам некомфортно, но точно понять, почему вы не можете. Проверьте свои соцсети, проверьте контент, который вы потребляете. Во-первых, решите, надо ли оно вам. Я даю себе ответ, мне это не нужно, потому что мой уровень эмоциональной устойчивости и стабильности не предназначен для подобных вещей. И они мешают мне жить, потому что основная ценность моей жизни в любви, а не в ненависти. Каким бы оно ни было, случайным или тем более специальным. Кстати, можно ли упоминать это слово в контексте случайности, тоже большой вопрос. Но вы меня поняли. Во-вторых, поймите, что вы не готовы брать на себя ответственность ни за публикаторов, ни за потребителей этого злосчастного контента. У вас есть своя голова на плечах и своя жизнь, чтобы выбирать, что вы будете смотреть, а все остальное вас вообще не интересует. В-третьих, поймите, что мир огромен и в нем есть место для всех тех, кого я перечисляла на протяжении всего этого выпуска. Поэтому нам нужно выбрать в этом мире верный мир, создать свою карту в Майнкрафте, если угодно. В этом мире вы будете находиться в комфортной вам среде.
иногда выползая из нее, расширяя тем самым зону комфорта. А еще, кстати, лучше расширять зону комфорта, вообще не выбираясь из нее. Но это вообще высший пилотаж, ребята, это вообще... Может, когда-нибудь поговорим об этом. А что делать с воспоминаниями, что делать с триггерами? Вам нужно сделать несколько вещей. Первое, понять, принять вышесказанное. Второе, разделить свою жизнь и ту жизнь или ту смерть, которую вы видели. Ничего общего. Это просто интернет. Факт того, что вы это увидели, не означает, что это произошло с вами. Третье. Живите дальше своей жизнью, а если эти советы не помогают, то, безусловно, обратитесь к сертифицированному специалисту за личной консультацией, чтобы проработать свои страхи, триггеры, или попробуем вместе. Для некоторых расстройств, если вы не фокусируетесь на проблеме, она может отступить. И фокусировка здесь не в смысле наведения на резкость, а в смысле фокусного расстояния. Если вы стоите в своей комнате у стола и смотрите на коробок спичек на столе через видоискатель и объектив с фокусным расстоянием, например, 16 мм, то вы видите этот коробок спичек очень маленьким. Гораздо сильнее привлекают внимание ноутбук с откушенным яблоком рядом, кружка чая, ваза и кот, который, обмакнув хвост в чай, оставляет на вашем ноутбуке свой катограф. Но если вы смотрите на этот же коробок спичек через линзу в 300 мм, то вы увидите волокна картона, небрежно торчащие то тут, то там. Видите гранулки вещества для поджига на боковой поверхности коробочки. И уже не видно ни кота, ни вазы, и ноутбук уже не так жалко. Но вот коробок спичек досаждает. Расширьте свой кругозор, дайте коробку спичек находиться в вашей картине мира, но спрячьте его куда-нибудь туда, где вы его быстро не найдете, даже если он вам понадобится. Поэтому, если вы внезапно триггернулись на вышеизложенную тему или любую вашу тему, вспомнили, прокрутили в голове, приняли, это уже произошло. Вы уже это увидели, вы уже вспомнили. Самое время забывать обратно, придавать это забвению и прятать коробок спичек в одной из коробок с разным пыльным хламом на вашем чердаке, как говорил мистер Шерлок Холмс. Но это, конечно, если в истории вашего триггерения нет настоящего и будущего. О будущем, сверхцелях и обслуживании своих страхов мы поговорим в следующий раз. Эти ситуации требуют более глубокого и аккуратного анализа. Ну и, наконец, можно использовать некоторые популярные техники. Буквально мы физически убираем с себя всю эту гадость, мы стираем ее руками, собираем в комки и выкидываем, и лучше всего в открытое окно, но если беспокоитесь за ментальную безопасность потенциально слабых окружающих, можно сжечь или смыть. Только не забывайте подышать, пожалуйста, после этого. Можно отвлечься в самый острый момент. На птиц за окном, на клеточки, на одеяле, на бег, но с концентрацией на новом. Не просто вы бежите и думаете о вашем триггере, о том, как он испортил вам утро. Нет, вы бежите и считаете шаги, разглядываете листья или дома. Такая, получается, добрая традиция кочевников. О чем вижу, о том и пою. Нужно занять мозг. Нужно сделать так, чтобы на время кризиса не было времени этого самого загоняться. Несмотря на то, что в дороге уже месяц и шаг дохнет от старости и да и вообще ехать еще долго и долго. Успехов вам и добра. Увидимся с вами на следующей неделе. Или если хотите увидеться раньше, милости прошу ко мне в Инстаграм, Телеграм или на Бусти. Чао!